Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что я могу сказать в свое оправдание? Не виноватая я. Меня ткани соблазнили. Думала, что сошью совсем небольшой лоскутный блок, переплетение двух квадратов и все. Ага, размечталась. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ну до чего же блок хорош, но маленький, 64 на 64 сантиметра. Будем увеличивать. Сначала обошьем его со всех сторон синими полосками, а потом продолжим светлыми. Сделаем такую рамочку. И хочется после светлого добавить еще и красную полоску. В предыдущем видео мы шили блок «Песочные часы». Ссылку вы найдете в описании под видео. Эти блоки соединим в полосы и ими увеличим размер нашей заготовки. Получается 117 на 117 сантиметров. Но еще чего-то не хватает. Вот. А теперь с синей полосой все смотрится гораздо лучше. И размер стал побольше. А теперь эту часть будем готовить к стежке. Ткани для обратной стороны, синтепон, лоскутная часть. Все тщательно скалываем английскими булавочками. Стежка будет самая простая в шов, по квадратикам. Строчку начинаем сверху, доходим до конца. Следующий шов тоже начинаем сверху. Это делаем для того, чтобы полотно не перекосилось. Что-то уж очень быстро показала вам все этапы работы. Буквально за 2 минуты. А на самом деле долго сидела, перебирала ткани, подыскивала цвет полосок, все сшивала. Каждую полоску отутюживала. А теперь немного математики. Получилось маленькое одеяло. Размер 126 на 126 сантиметров, которое можно использовать как детское. С таким размером можно работать на бытовой швейной машинке, но хочется увеличить его размер. Прибегнем к нашему любимому способу. Добавим кайму. С двух сторон кайма будет по 20 сантиметров шириной. Выкроем полоски нужной ширины из отделочной ткани, ткани для обратной стороны и синтепона. Сразу же прошьем их по одной стороне, отогнем и отстрочим шов на расстоянии 1 сантиметра от края. Для того, чтобы ткани не болтались, сразу же простегаем эту кайму. Можно сделать фигурную стежку, а можно просто прошить наискосок. И уже после этого будем соединять вместе основную центральную часть и готовую кайму. Соединять будем через бейки. Для этого выкроем одну полоску шириной 5 сантиметров, а другую 3 сантиметра. Этот способ соединения я уже не раз показывала на своем канале. Но повторение – мать учения.
Широкую полоску складываем вдоль пополам и прикладываем ее к внешней стороне. А узкая полоска будет пришиваться с другой стороны. Прокладываем строчку и сразу же одним швом пришиваем обе бейки к большой центральной части. Обратите внимание, что при таком способе сборки тяжелое большое полотно лежит по левую руку и совершенно не мешает нам работать. Второй шаг. Отгибаем узкую бейку, к ней прикладываем готовую кайму и прокладываем строчку. А третий этап, мой любимый. Разворачиваем детали, двойную бейку отгибаем и закрываем ею открытые срезы. Остается только прошить. И готово очень красивое, аккуратное, чистое соединение. Таким способом пришиваем кайму и с другой стороны лоскутного одеяла. И остается закрыть еще две стороны. Также готовим кайму, но только здесь тщательно промеряем длину деталей и сразу же формируем угол, а уже после этого простегиваем. Пришивать будем точно так же. Готово! Ура! Новое, яркое, красивое лоскутное одеяло. Очень аккуратное, красивое и простеганное. Шили и простегивали мы его небольшими частями. Так очень удобно и легко шить, особенно новичкам. Ну а декоративную подушку в таких цветах мы сшили в предыдущем видео. Люблю шить из лоскутков и ничего не могу с этим поделать. Творчество заразительно. Распространяйте его. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь этим видео в соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!